Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня у меня интересный поясок. Мы с вами их много связали. Почему бы еще один не связать? Вот такой красивый, интересный, очень просто вяжется. Поясок можно всегда использовать даже и не навязанные вещи, да? Можно и в джинсы вдеть, можно на платье повязать. Это всегда красиво. И предлагаю посмотреть, как вязать такую красоту. Очень просто. Мы начинаем вязание с набора воздушных петель. Нам их нужно набрать 9. Набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в четвертую, раз, два, три, в четвертую воздушную петельку вяжем столбик с одним накидом. Наша задача провязать 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, за 2 дужки, 5, и 6 в самое начало. Тогда уж получится у меня. Так, если получится, да, вот. Набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. То есть у нас не ровный будет край, а вот такой немножечко большеватый. Вот. И вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 получилось, да? 6 мы связали. Сворачиваем вязание и вяжем. 1, 2. 3. У меня такая ниточка, которую я согласна, плохо видно. 4, 5, 6. Пять воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем вязание. Так. Набрали 5 воздушных петель, отрезали ненужное, еще разочек провязали. Всего получилось 7 столбиков. Набрали 5 воздушных петель и в первый же столбик вяжем. У нас вот такая вот должна получиться петелька. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И опять 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем вязание и в первый столбик вяжем столбик. То есть мы вяжем 7 столбиков. И у нас получаются вот такие небольшие ушки с каждой стороны. Да? Это нам нужно для того, чтобы потом мы с вами связали продолжение вертикального кружева. А пока наша задача провязать на всю длину наши 7 столбиков. 7 столбиков вяжем и такие небольшие ушки по 5 воздушных петель. Я провязала такую вот основу для нашего красивого поясочка. Основа — это у нас 7 столбиков с одним накидом.
И перед тем, как переходить на новый ряд, мы вяжем 5 воздушных петель. 5 воздушных петель, 7 столбиков, 5 петель, 7 столбиков. И теперь начинаем обвязывать уже боковиночку. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И пышный столбик. 1, 2, 3. Вот так вот. 3 столбика недовязанные. Теперь довязываем вместе. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель. И еще пышный столбик. 1, 2, 3. И связали, закрепили. Дальше переходим в соседнюю арочку и вяжем все то же самое. 1, 2. То есть вот так вот. Таким образом нам нужно обвязать. Так. Весь наш поясочек. У нас будет вот, это еще не все, конечно. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Обвязываем одну сторону и вторую. Вот таким образом. С одной стороны и потом с другой стороны. И еще один рядочек нужно будет для завершения. Довязали один край. Вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И вот наши столбики, которые у нас есть, провязываем. Я вяжу между, сложно попасть в тот же самый столбик, поэтому таким образом мы свяжем наши столбики для того, чтобы перейти на вторую сторону и связать то же самое. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Разворачиваем вязание, и вот за эту же дужку, так же как мы в прошлый раз с вами вязали, вяжем опять наши 3 столбика с общей вершинкой, получаем пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. И еще 1, 2, 3. Завершили вязание. И вяжем точно такой же узор. То есть с двух сторон у нас вот такая вот обвязочка будет. Симпатично. Вот такая у нас красота получилась. Уже красивенько. И нам осталось довязать один последний ряд. Что мы с вами сейчас и сделаем. Закончили наши лепестки. 4 воздушные петли набрали. Столбики, которые у нас здесь есть, мы их также просто-напросто провязываем, как столбики. И наша основная задача обвязать последним красивым рядочком поясок, который будет очень-очень красивым. Довязали. Теперь смотрите, что мы делаем. Обвязываем столбиками без накида. 1, воздушные петли, 2, 3, 4. Обвязали. Теперь обвязываем арочку. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Делаем 1, 2, 3 воздушные петли и провязываем пико. И 3 столбика без накида. 1, 2, 3, все-таки 4. 4. Вот наша красивая обвязочка. Идем дальше. Точно так же. 1, 2, 3, 4 столбика без накида провязали. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Под 2 дужки подхватываем. Пико провязываем. И еще 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И переходим в следующую арочку. И у нас вот такая красота получается. Вот и все. Просто-напросто обвязать по кругу. Такая вот красота у меня получается.
Все красивенько. С двух сторон все одинаково. Осталось только прогладить. Всегда проглаживаю с двух сторон горячим утюгом через мокрую марлю по старинке, для того, чтобы все получилось аккуратно и красиво. Вот, я провязала. Готов поясок. Единственное, что в этот раз я хочу еще купила вот такую пряжку. С одной стороны она может быть узковатая, с другой стороны можно купить любую. Я думаю, что потом я вот так вот еще прошью с обратной стороны. Вот. И у меня вот такой будет пояс с ремешком. Можно и без него, в принципе. Край у нас красивый, мы его обвязали со всех сторон. Вот. А можно и с пряжкой, почему нет? Мне кажется, тоже идея неплохая. Вот. Огромное спасибо, что вы досмотрели ролик до конца. Надеюсь, видео будет полезным. Красивый, очень простой в вязании поясок у нас готов. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram и будем вязать вместе. До новых встреч!